В самом сердце старого Эдинбурга, среди узких каменных улиц и готических фасадов, располагался элитарный шахматный клуб под названием «Черный турнир». Здание с резными окнами и массивной дубовой дверью скрывало от посторонних глаз место, где собирались судьи, экономисты, профессора и бывшие дипломаты. Здесь не просто играли, здесь утверждали и защищали репутации, делили влияние и молча бросали вызовы. Центральной фигурой клуба был Томас Уинслоу, семикратный победитель главного ежегодного состязания «Корона Королевской гавани». Его костюмы были безупречны, а лицо будто высечено из мрамора. Его игры напоминали театральные представления, методичные, беспощадные, вызывающие восхищение и страх. Его поражения не знал никто. Однажды вечером, когда старинные часы в зале пробили 8, и по залу разлился запах коньяка и политуры, в клуб зашла Мэри Дэвис, женщина в потертой серой форме уборщицы. Ее седые волосы были туго затянуты в узел, а за спиной она везла скрипучую тележку с ведром и щетками. Она появилась слишком рано, уборка начиналась поздней ночью. Присутствующие переглянулись, а администраторша Ханна скривила губы от недоумения. Но Мэри не сказала ни слова. Она прошла в главный зал и остановилась у одной из досок, наблюдая за напряженной партией. Ее взгляд был пристальным, сосредоточенным, это заметил Томас. Его интерес разжегся, как у охотника, увидевшего неожиданную добычу. Любопытство привело к предложению: одна партия чисто ради развлечения. Сначала это звучало как снисходительная шутка. Он предложил ей фору, но она отказалась. «У меня есть 20 минут, пока пол сохнет», — сказала она спокойно, как будто ставила условия, а не принимала вызов. Первые ходы были агрессивными, Томас хотел быстро показать разницу в классе. Но к 10-му ходу ситуация на доске перестала подчиняться его привычной логике. Она не только знала дебют, она чувствовала позицию. С каждым ее движением на доске становилось тише. На 25-м ходу — мат. Зал оцепенел. Томас сидел, уставившись в фигуры, словно не мог понять, что произошло. Мэри спокойно собрала фигуры обратно, поправила доску и направилась к двери. «Спасибо за партию, мистер Уинслоу», — сказала она тихо. «Мне нужно продолжать уборку». «Кто вы?» — выдавил он, не поднимая глаз. «Просто уборщица, но когда-то шахматы были моей жизнью». Не дожидаясь реакции, она покинула зал, оставив после себя только запах чистящих средств и безмолвное восхищение. Члены клуба еще долго разбирали партию, заново проигрывая ходы, словно ища объяснения. А Томас той же ночью достал с полки давно забытый том по стратегии и начал читать с самого начала, впервые за много лет. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.